Друзья, благодарю вас за такое ожидание и извиняюсь за свой месяц отсутствия на канале. У меня опять закончились идеи для снятия видео, поэтому я бы хотел, чтобы вы мне помогли с этим, написав в комментариях свои варианты. Публикация сегодняшнего ролика является практически последним резервным видео и по совместительству самым труднозатратным за прошедшие сроки с 2019 года точно. Поэтому я хотел бы видеть с вашей стороны поддержку в виде лайка. Также спасибо всем тем, кто поддержал меня с моим новым интро, но пока что буду использовать старое интро, так как с новым я буду работать, чтобы оно выглядело лучше. Поскольку вопросы по подсказкам вы больше не можете делать, то напишите в комментариях, правильно ли я поступил в данной ситуации. Теперь после прослушивания этой информации мы можем приступить к просмотру ролика. Приятного просмотра! Встречайте шоу, в котором игроки нашего сервера ССК будут отгадывать украинские слова. Для каждого участника дается одно и то же слово, но если они не смогут отгадать это слово, они могут на выбор выбрать предложение либо пословицу с этим словом. Я могу для них перевести слова, но это будет стоить им 0.75 балла за каждое слово. Очки не будут сняты, если слово не будет отгадано. Очки суммируются и в конце выбирается победитель. Справа сверху будут показаны перевод слов, которые они будут предполагать, а внизу, при отгадывании будет правильный ответ. Добро пожаловать на шоу «Отгадай-ка». И всем привет, дорогие друзья, с вами Кот и Прочер, поздоровайся. Єнось привіт Волскуне. Всем привет. С вами я. Тот, который будет угадывать слова, да. Да, это The Real Ukrainian Boy. Да, yes. И it's me. Ну, в общем, всем привет. Представиться. Я Наив, в общем. Все. Офигенное приветствие, самое лучшее. Вітання. Виталя? Это имя или что? Не ты первый, кто спрашивает это имя, не ты последний. Нет, у меня среди этих слов нету имен. Витаня. Таня? Погоди, это не имя, да? Это не имя. Нет, Скорее это, всего... это просто обычное слово. Если бы это было имя, я бы подумал, что это Виталия, но... Почему-то мне кажется, что это ванная. Я типа не знаю почему. Может, какие-нибудь расплата? Это баня? Нет. Типа какое питание, такой и... Я все понял, кроме Витания. Ну, Виповить. Давай, переводи. Ответ. Блин, я знал. Вопрос. Нет, стоп. Нет, Какой вопрос? Такой и ответ? Нет, это бред какой-то. Типа по как логике, берется это предложение, по-твоему? Ну, при встрече с людьми можно сказать «я Витания». Ответ. Какой омлет, такой ответ? Нет. Ну, я типа не очень разбираюсь в украинском. Я украинского-то и не знаю. Получается, если встретил какого-то человека, можно сказать «я приветствую». Именно это переводится как привет. Серьезно? Да. Витания. Да. Витание — это приветствие. Типа, здравствуйте там. Да, это привет. Ох. Что? Где тут логика? Я думал, это какой-нибудь типа баня или что-то такое. Ванная, да. Витаня, господи, какой же я даун! Витаня, это почти похоже на польское слово. Почему я такой тупой? Я еще не задумался. Водопровідник. Водопроводник. Я угадал. Ну почти, он не совсем так называется.
Водопроводник. Это водопроводник. Ну, вообще да, но вообще в русском слове нету такого слова, тут по-другому. Ну, он типа проводит воду. Водопроводитель. Герои? Чё? Герои должны спасать принцесс. Ну, Марио кто? Марио этот водопроводник. Ребята, можно ему, пожалуйста, полбалла дам? Вообще в русском языке это называется водопроводчик, но, блин, водопроводитель... Господи, как сложно! А я русского-то не учу. Ну соедини вот проводу и вода, ну соедини. Водопроводник. Ну ладно, хорошо, тебе это засчитаю, но вообще-то водопроводчик. А, ну водопроводчик-то все равно. Ну, это как его? Водопроводник. О чем я не говорил. Я тебе зачитаю как забал, но вообще это правильно в русском языке называется водопроводчик. А, ну, почти. Привид. Привет. Нет, это уже было. Что, я дурак, что ли, по второй раз подряд это слово? Просто оно такое же, как привет, только тут «д». So easy. Привет. Это прививка. Нет. Будинок это здание, да? Ну да, типа того. Типа бледный, будто... Бледный как... Как кто? С механизмами. Здание, которое работает само по себе, называется здание с механизмами. Чё? Вампир. Ну нет, ну кстати близко. То есть твой ответ то, что привит это механизм. По-моему, это бред. Ну давай. Это привидение. Да, это привидение. Призрак. Да, привидение. Серьезно. Да. Господи. Я думал, будет все гораздо легче. Примиривши. Сдохший, умерший. Ну нет. Этот, примерить. Курица тут. Нет, это не слово примирить. Смирившийся. Я не знаю, блин. Примирити. Как его там, подожди. А как это называется? Помириться? Ну почти. Так, получается, это точно не еда, и это точно не живое. Это точно не еда, это точно не живое, это действие. Это... Приветствие. Нет. Ну, типа, мати это мать, моя это моя, человека это человека. Нет, Стигла. человека в данной ситуации это не человек. Что? Не забывай то, что я могу переводить слова, если тебе что-то непонятно. Ну, так переводи. Все переводи. Ну, если тебе все переведут, то тогда это минус, это как бы минус балл. Хотя у меня уже в минусе балл. То есть ты даешь что? Ну да. Да ладно, все равно. Можно пропустить это. У меня нет вариантов, поэтому я сдаюсь. Примирить? Да. Ну такое, слушай. Серьезно. Я не успел научиться таким сложным словам. Ну, я как бы догадывался, то, что ты не совсем сможешь отгадать это. Ну ладно, ничего страшного, тебя как бы за это не... Визнавати. Вызнавать. Вызнавать. Такое слово есть вообще в русском языке. Я не знаю. Я тебя спрашиваю. Визнавати это... Визнавати. Логично. Визнавати. Виновате. Виноват. Это очень сложно. По-моему, меня тут показывает меня тупым. Виноват. Причина.
Я ни хрена не понимаю. Почему это так сложно? Да. Ну, тогда разумного человека можно смело исправить, можно свои поступки. А дурень свой недалекий не смеет исправлять. А типа умный человек может что-то одно, дурень. Изменять. Ну нет. Тогда я сдаюсь. А, это типа сознаваться. Ну, Сознание типа. в принципе, да, признавать. Да. Признался в своей вине, вот-вот. То есть все это время Да. я дебил. Не, ну это бан, слушайте, я предлагаю закончить серию. Вот. Ну все, я понял тактику, надо просто смотреть, как звучит. Если похоже, тогда придумать что-то, а если нет, тогда раздаваться. Будівництво. Будивинство. Буянство. Я не понимаю ни одного слова, кроме материала. Я могу перевести одно слово, если это... как-то хочешь. Будинку тогда. Дом. Ну, значит, это дом. Так мы будивництво отгадываем. А, жилище. Будівництво это строительство. Да, это строительство. Будівництво, строительство. Ты прав. Есть такое... Ничего себе! Получается, для чего-то дом... А, для строительства. Именно. Все, уже. Есть такое похожее польское слово? Да, Ну нифига себе. но я сам в шоке. Ведмідь. Ведмедь, я не знаю. Ведмедь. Это, наверное, глагол. Нет, это все существительное. Это ведмедь. Как его там? Ну, ведмедь. А как это? Это ведьма, ведьмак. Нет. Так это медведь. Да. Медведь. Круто, я угадал. Да. Медведь. Не знаю, как ты угадал. Медведь, вот медведь. Мишка. Михалыч. Михаил Петрович. А эмоции передать радости? Нет? Ничего не будет такого? Ура, я очень рад. Вообще, прям из меня просто я хочу себя убить. Вот. Кавун. Ну, то что, короче. То есть ты даже пытаться не будешь отгадывать это слово? Конечно нет, это вообще какое-то сложное слово. Мне вообще не помогают такие, типа, какое такое, еда. А, повар, может. Ну нет. Ну вообще да, это связано с едой. Ну, я понял, если там слово вкус. Какая победа, такой вкус. Нет. Я роняю микрофон. Я пошел. Ни за что не догадаешься о переводе этого слова. Арбуз. Ну нифига себе. Это арбуз. Это арбуз. Как это вы Вот это догадались? слово я знал. Что, блин? Как я должен был догадаться, что это именно арбуз из всех видов еды? Злочин. Давай подсказки, ты должен сказать, это типа, это ощущение, это животное, это обзывание, ну то есть оскорбление человека Это действие. для начала. Действия. Это... Как его там? Злочин. Это... Как его там? Ну что-то, короче, сделал. Да, это Надо... действие. Подожди. Злочин. Первые 3 буквы это зло, а зло это зло. В смысле неопределенное действие. Ну типа неопределенной формы. Злочин. Дело. Уничтожение. Это делать что-то плохое, да? Да, это делать что-то плохое. Не, ну это как бы слово, но оно реально связано с кражей. Грабеж. Вообще, у меня это, если сравнивать с польским, это мне напоминает
Плохое действие. Я могу тебе перевести с пьяный, если тебе это... Давай. Пьянство. А покарание это что? Тебе перевести покарание? Да. Наказание. Так. Преступление. Да. Серьезно. Вообще что-то не помогло. Типа, лол, это у меня никак не ассоциируется с преступлением. Да, это преступление. В смысле? Злочин это преступление? Да. Так я же говорил, и вообще-то преступление это не глагол, это не действие. Это действие. Для начала. Действие. Это преступление? Преступление? Да, это преступление. О, угадал. Ну ладно, главное то, что я угадал. Даник, как вы оцените данную ситуацию? Как он отгадал? Померти. Вот. Какие у тебя догадки, Ватсон? Померьте. Померьте. Помирить? Померты, ну, в данном ситуации Померты. это глагол. Почему у них так странно выглядят глаголы? Нет. Или помереть? Очень близко. Смерть. Еще ближе. Мертвец. Глагол настоящего времени. Померты. Настоящего. Например, я в данный момент помертый. Да? Да. Чё ржёшь? Ну просто я знаю перевод этого слова и вот ржу. А ну-ка, шепни на ушко. Вот это вот действие с чем вот связано? Вот такую вот мне подсказку дай. Ну я бы так сказал, с чем-то грустным. Я бы даже сказал, Ну, с смерть. мрачным. Да, это смерть. Блин, я с самого начала хотел сказать. вернее, его глагол умереть. Ну да, я с самого начала хотел сказать. Так, умерший, умирающий, умрет. Короче, Даник, скажите мне, пожалуйста, мне зачитать ему балл. Слово было умереть. Умереть. Хорошо, засчитаю тебе балл. Это умереть. Да. Умереть. Да, это умереть. А вот и фразы, которые в этом раунде не использовались. Бажання. Ну, типа, это что-то связанное с едой или связанное с каким-то делом. Нет, это просто как связано с воображением, с думательными качествами. Бажание. Так. Отец. Это... Этот, как его там... Бажання, загадать бажання, это, блин... загадать бажання, как это... Так, Бог. Нет. Ну, бажание Бог. Получается... Бог бажания. Это что-то вымышленное человеком, да? Нет, это просто как способность человека. Это умческая способность человека. А Зильку это как переводится? Звезда. Желание. Да. Неужели? желание. Да, это желание. Ну, смотри. Фух, угадал. Желание. Да, это желание. Какой я умный, да, с подсказками. Каковы ваши ощущения от данного шоу? Это ты типа так сказал свое впечатление? Шоу? Ну, мои ощущения от данного конкурса, допроса были очень прекрасны, потому что я 100% выиграю. И буду Ukrainian боем очень вообще классным на сервере Cartoon Grief. Ну,
Нет, на ССК просто все так. Было интересно. Я не ожидал, что украинские слова другие, ну, настолько другие, было сложно. Ну вот мне кажется, то, что если бы я тебе предложил угадывать белорусские слова, ты бы 100% отгадал все бы. Возможно. Потому что они больше на русский похож язык. Смешнее. А также я бы хотел выделить вот этих вот людей и извиниться перед ними за то, что они не смогли попасть в мой ролик по определенным причинам. Підписуйтесь, ставте лайки для Єгора, тому що йому це дуже поможе у розвитті його каналу. Как-то так. Подпишитесь на канал Прочера, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. И вообще, да, все сделать. Будет очень хорошо. И ему приятно. Я хотел сказать, что следующее видео будет про то, как я тебе загадываю польские слова. Вот. Ставте лайки та підписуйтесь, а то я прийду і зарежу вас. Отак от. Вот, в общем, не связывайтесь с Украинбоем. Да-да-да, не связывайтесь со мной. С вами были Кот и Прочер. Всем удачи, всем пока. Ого, до свидания! Блин. Я это уже делал концовку. Ладно, тогда просто закопаюсь. Да дайте закопаться.